Привет! Новое видео на канале «Профессия Созидатели». Приехали мы на новый объект и будем здесь мы строить дом. Вот смотрите, какой фундамент, залита такая плита. Дом огромный, просто мечта каменщика. Для такой бригады, как мы, такой дом самое нормальное, где-то размеры 20 на 15 метров. И вот здесь стоит материал, газосиликатные блоки. С той стороны стоит кирпичик, складирован внизу. Песок сейчас подвезут, там есть песок, но он не подходит, он промытый, речной, им очень тяжело работать. Дом будет с гаражом, вот он гараж, там смотровая яма и такой дом. Здесь есть такие повороты, будет эркер. Ну и силикатный кирпич там для перегородок. Так что вот такой вот домик будем строить. Кирпич полуторный фирмы Terex. Нам нужно будет проверить горизонт гидроуровнем, проверить диагонали, длины, постелить гидроизоляцию и будем приступать. Горизонт будем пробивать специальным инструментом. Такой гидроуровень водяной. Так вот с виду фундамент вроде бы залит ровно. Таких прям перепадов сильных не видно. Но проверить нужно. Всегда нужно проверять. Вроде бы заказчик говорит, что тут все ровно. Ему заливали то, что проверяли. Но мы всегда проверяем, потому что если пока тут есть возможность, можно немножечко еще сдвинуть по фундаменту. И сейчас мы нальем воду в этот шланг и проверим все углы. В середине можно тоже проверить. Вот здесь видно, ямка есть. Вода у нас находится в этой бочке. И вот такая тут система, такой кран. Вот так опустил шланг и налил. Поднимаешь, вода перекрыта. Пока не приехал манипулятор, промеряем длины. Я вот сюда вынесу 13,76. Потом еще вот эту надо вынести. Промерили диагонали дома, и диагонали совпали идеально. И теперь промерим диагонали гаража, потому что гараж как бы идет отдельно, там вон выступает часть. И вот здесь есть выступ, поэтому мы взяли диагональ дома отдельно от гаража, промерили. И теперь сейчас вынесем эти размеры и промеряем гараж. Проверили диагонали на доме и на гараже, и диагонали одинаковые. Только вот на гараже где-то 1 сантиметр не совпадает диагональ, но это ерунда, 1 сантиметр для такой длины. И почему вот, ребята, хорошо, что здесь не стоит материал, то что мы можем зайти и проверить диагонали. Если бы заказчик, например, поставил материал уже сюда на фундамент, то диагонали уже не проверишь. Поэтому хорошо, с одной стороны, что мы сами ставим материал, и мы поставим уже кирпич и блоки так, как нам удобно, как мы привыкли работать.
И заполняем водой гидроуровень. Будем смотреть горизонт. Сейчас я подгоняю воду под фундамент, а с той стороны Егор смотрит, как у него выходит выше или ниже этой отметки, и отмечает карандашиком. Посмотрели мы горизонт, и все здесь в уровне. Есть небольшие там перепады, где-то сантиметр, максимум 1,5. Теперь нужно стелить гидроизоляцию и будем ставить материал. И один ряд будем проходить силикатным кирпичом, потому что тут есть в середине шишки, а вон там яма где-то сантиметров 5. Здесь будет использоваться специальная отсечная гидроизоляция. У нее долгий срок службы. Такая вот, в отличие от рубероида, она служит намного дольше. Постелили гидроизоляцию по всему периметру. И уже таскаем вот этот кирпичик силикатный. Будем проходить вот здесь по лицу вот этим кирпичом, а потом уже делать раскладку и облицовочным кирпичом проходить. Этот ряд позволит выровнять все неровности по фундаменту, потому что по углам вроде бы все в нулях, а средины есть пупок и есть впадина, и придется выравнивать вот этим кирпичом. Поэтому заказчик решил пройти вот этим кирпичом. Конечно же, он немного испортит вид дома, но потом будет отделываться фундамент, и также вот этот ряд кирпича потом закроется. Будет все нормально. Сейчас будем ставить блоки и облицовочный кирпич на фундамент. И посмотрите, ребята, как разгрузили блоки, поставили все вплотную, то есть чалками его не подцепить, и придется каждый поддон отодвигать ломом, потому что здесь нету щелей. Ну, разгружали вот по 3 пачки, но между пачками можно было оставить расстояние. Вот здесь целое поле есть, и надо было вот так вплотную все поставить. Теперь будем тратить очень много своего времени, чтобы расцеплять эти поддоны. Гидроизоляцию берем по ширине стены. У нас тут 60 сантиметров. Есть разные размеры. Можете взять вот под свою стену. И хочу вам показать вот это мыло. Жидкое мыло специальное. Вот будем добавлять в раствор. Он для бетонных и строительных смесей. Продается в строительных магазинах. И оно слабо пенится, не пенится. И качество раствора не теряется. То есть раствор не ослабляется. А то тут многие, вот кто говорит, вот мыло добавляем, там ослабляем раствор. Есть вот такое, которое не пенится и не ослабляет раствор. Вот такой песок на этом объекте будет, и его надо просеивать. Используем старую кровать, и сюда падает чистенький такой уже просеянный песочек,
А вот сюда все камушки. Вот так ребята цепляют поддоны, мучаются, раздвигают. И по одному поддону надо вот так раздвигать, чтобы поставить можно как было дальше на фундамент. И уже расставляем вот так и кирпичик, и блоки, чтобы у нас все было под рукой. Вот тут вот стеночка и рядом все кирпичик, чтобы брать было. И потом этот манипулятор еще погрузит себе в кузов газосиликатный блок, облицовочный кирпич и на ту сторону, так как он сейчас не достает на ту сторону, и будет перевозить на себе груз. Засовывает досочку и затем ломик. Вот такую трубу ставит и сейчас будет раздвигать поддоны таким хитрым способом. Вот тут они вплотную стоят, и чалки не зацепишь. И вот таким образом через трубу приподнимается поддон. И вот так отодвигается. Теперь поддон можно зацепить. Поставили материал по периметру дома. Вот так стоит материал у нас. Газосиликатные блоки и облицовочный кирпич. Но еще много газосиликатных блоков осталось внизу, так как был манипулятор, он и так был 5 часов. И потом приедет, и остальной материал еще подадим. Но облицовку поставили всю. И здесь 29 поддонов облицовочного кирпича на этот дом куплено. Это примерно 9000 кирпича и 100 кубов газосиликатных блоков. И вот эта плита, фундамент залит, ушло сюда 90 кубов бетона. А вот здесь рядом домик продается. Цена 850 тысяч стоит. Вот такой домик на свайном фундаменте. Ну, сюда приезжают много людей. Приезжают, смотрят и уезжают. Так вот сделана крыша там. Как-то странно. Ну, в общем, тут сделана только коробка, вот стены из блоков. И много надо доделывать. Даже вот труба из красного кирпича начата и не доделана. Вот такой дом. Ни полов нет, ничего. Поэтому люди еще смотрят и не покупают. Приценяются. Ну, я думаю, кто-нибудь докупит.
Прошли первый ряд силикатным кирпичом. И сейчас следующий этап — раскладка. Будем раскладывать облицовочный кирпич, чтобы вышли в целых кирпичах. Здесь еще будут на углах пилястры. Поэтому сейчас еще раскладка занимает всегда по-разному, разное время. Бывает даже по полдня можем раскладывать, чтобы все получилось нормально. Двигаются кирпичи то туда, то сюда. И раскладываются там шовчики нормальные. Где-то там навесить кирпичи, где-то убрать. И вот эту стену, направление вот этой стены брали, когда выносили, когда мерили диагонали, брали длины. И вот здесь получается угол дома. Вот мы вынесли отметочку, и шнурка натягивалась вот отсюда, направление той стены. А это вот уже справа идет гараж, то есть начинается. То есть направление дома здесь. Поэтому здесь много таких нюансов, надо вот это все учитывать. Вот такой кирпичик. Цвет слоновая кость. Здесь уже муравьи наносили землю в середину, потому что заказчик брал материал, зимой завозил, ставил, и муравьи успели сделать свои гнезда. Вот в поддоне земля. Сделали вот такие пилястры, выпустили по углу по 2 сантиметра. По 2 сантиметра вот так пилястры. И эта стеночка дальше задвигается. И пошла раскладочка. Делаем такие шовчики небольшие. Где-то примерно 0,8 сантиметра. И вот так до конца стены раскладываем и смотрим, что там получится. Потом, возможно, придется шовчики там увеличить по миллиметру, чтобы вышло целые кирпичи без чекушек, без 3/4. И вот, ребят, взял с поддона сразу несколько вот кирпичей подряд. И смотрите, есть сколы, где на углу. Здесь вообще вот сильно откололся. То есть без боя не обходится. Поэтому надо брать немножко кирпича всегда с запасом. Так, вот тут у нас с эркером вышла несостыковочка. И нужно теперь переделать немножечко нам стены. Все это как-то теперь вынести надо, наверное, тычком, скорее всего, сделать тычком. Ух ты, кирпичик старый, хрен отколешь. Все, разложил эркер. Здесь вот маленький участок, и особо с швами не сыграешь. Поэтому пришлось вот здесь по фундаменту навесить. Вот здесь где-то вышло 4 сантиметра. Такой достаточно большой навес. И вот так дальше раскладка, все выходит в целых кирпичах. И вот здесь будет дверной проем. По дверным проемам тоже нужно раскладывать всегда кирпичик, чтобы вверху не вышло целый на целый кирпич. Может выйти без перевязки, если не раскладывать по проемам. И будет вот здесь дверь, то есть где-то вот здесь будет один кирпич,
а с той стороны кирпич. И вот 4 кирпича, метр, где-то 1,2 сантиметра будет дверной проем. А вот здесь потом будет выход, будет еще делаться веранда, и выход на веранду через вот эту дверь будет. Там еще ребята возятся, тоже там несостыковочки у них, решают, как лучше сделать. И теперь берем растворчик и начинаем заводить углы, пилястры. Будем делать эркер и гнать стеночки. То есть пилястры надо будет завести отдельно. Вот сейчас пилястра, 2 кирпича. Будем выпускать подвесы и потом еще раз заводить угол вот здесь. И еще такой момент, ребята, вот когда мы раскладываем кирпичи, делаем раскладку, то вот пилястра вот выступает на 2 сантиметра, дальше идет стенка. Если на пилястре идет тут половинка, то к половинке мы кладем половинку, а потом вот целый. Вот с этой стороны, если целый на пилястре, потом вот этот заходит на 2 сантиметра стена, то продолжается целый вот по раскладке. То есть половинка к половинке, целый к целому. И так на всех углах. Завели пилястры по 13 рядов все углы. И вот так идет перевязка, будет со стеной, с основной, вот этими подвесами. И также сетка сюда выпускается. И вот так пилястры выглядят с улицы. И чтобы хоть немножко ориентироваться, сейчас расскажу вам по ценам. Здесь примерно 9,5 тысяч облицовочного кирпича. И средняя цена, вот недавно я смотрел, где-то 44 рубля. Но в разных регионах может быть там цена отличаться. Газосиликатного блока здесь 100 кубов. Примерная цена за куб 6 тысяч рублей, если его купить. Плюс, чтобы все это сложить, нужно отдать за работу строителям примерно 550 тысяч.
Это минимум. Плюс потом будут там дополнительно еще внутренние перегородки. Вот этот кирпич будем вырабатывать. Плюс там плиты, ну еще там набежит определенная сумма. Так что примерно вот такую сумму нужно потратить, чтобы просто возвести стены. Кладу сейчас первый ряд кирпича по раскладке. Вот этот один кирпич убираю. Стелю раствор, кладу вот сюда кирпич и ставлю вот так уровень, смотрю еще его плоскости, подбиваю, чтобы все кирпичи вот так были в одной плоскости. Первый ряд. Второй ряд уже будем ориентироваться по первому ряду. И потом проверяю раскладку. Ставлю сюда кирпичик и смотрю, не ушли швы. Если шовчик меньше, то подбиваю эти кирпичи, чтобы потом сошлась у нас раскладка. Вот такой здесь получается эркер. Такой эркер, небольшой столбик, всего кирпич. Поэтому перевязываю подвесами металлическими. Вот ставлю через каждые 2 ряда эти подвесы. Можно даже почаще, чтобы вот эта стеночка потом не отвалилась. А вот этот шовчик сзади можно вот так пробить раствором, подсилить. Вот так эркер выглядит с этой стороны. И потихонечку уже пошли дела. Начали поднимать облицовочку. И стены постепенно уже растут. Вот такая облицовочка. Ряды гоняем под вот такую круглую калибровку, круглый шаблон. И под круглый шаблон получаются вот такие неглубокие шовчики. То есть углубление идет не больше, чем на полсантиметра.
Не знаю, видно вам или нет. Если вот смотреть по вот этой кромке, здесь не очень глубоко уходит раствор. Ну, до дырочек там точно очень далеко еще, до отверстий. Я цепляю шнурку, зачаливаю ряды таким старинным способом, с помощью кирпичиков. Вот так намотал шнурку и переставляю, беру натяжечку и таким способом зачаливаю ряды. А ребята зачаливают ряд с помощью вот такого уголка. Уголком зачаливают и через чужую вот так натягивают шнур. Поднимаются уже постепенно стеночки. Сегодня вот так подняли. У меня меньше всех, потому что я провозился с эркером. Ну вот, завел уже 13 рядов примерно. Тут уже разметили окошко, открылось. И вот так будет полотенце идти. Кирпичик выступает. Низ окна тоже такой выступ идет. Вот эту стеночку сложил бригадир. Где-то 350 кирпичиков сегодня он уложил. В ряду 60 кирпичей. Примерно, если с углами и вот без углов, получается вот 350 он сложил. А вот и Чарли прибыл нам помогать. Радуется, бегает тут везде. Все, погнал. Вот так Чарли пасет овец у нас тут. Нашел чем заняться и гоняет по всему полю. И прогнал я уже стеночку где-то примерно 13 или 14 рядов. И уже вот так не достаю. То есть, если гнать следующий ряд, мне уже не будет видно. Поэтому без подмости эту стенку уже не выгнать. Ее бросаю. Выпустил сетку. Подходит она вот в этом месте и в этом 2 раза. Подошла вот под вот эти блоки. Толщина будет у блоков на 30, высота 20 сантиметров. И вот здесь уже открылось окошечко. И здесь идет такое вот обрамление. Будет вот так выступать вот это полотенце по окошечку пойдет. И я вот так выпустил на полотенце связи. Вот тут сетка. То есть оставил на потом, так как сразу класть неудобно. Будет вот этот кирпич, если сразу гнать, будет оттопыривать шнурку. Поэтому я сейчас быстренько уже прогоню отдельно. И вот такой, как обычно у нас, Ромик замешал растворчик. Очень хороший, эластичный.
таким растворчиком класть очень удобно. Но вот вы спрашиваете, как замешиваю раствор. Многое зависит от песка, какой у вас песок. А так замешиваем 1 к 3, добавляем немножечко жидкого мыла. И многое зависит от песка. У нас песок с карьера возят. Вот и проложил окошечко. Уже вот такое вырисовывается будет окно. Одну сторону проложил такое полотенце, целые кирпичи, и выступают на 2-2,5 сантиметра. На 2 выступают они, чтобы отверстия сильно не торчали. Ну а с этой стороны я не успел доложить, так как у нас обед. А когда у нас обед, то я уже не имею права класть кирпич. Все бросают мастерки, и ровно час у нас обед. Так положено, заведено в нашей бригаде. А у нас тут прямо на кирпичах прилег Ромик, наш подсобный рабочий. Он у нас один работает в бригаде. На этом доме у нас 5 каменщиков и 1 подсобник на 5 каменщиков. И вот успевает свои обязанности, он все выполняет, там месит раствор, кирпичик подтаскивает, там сетку режет, ну, разные функции выполняет. И, видимо, вот устает, в обед там хоть полчасика, да поспит, набирается сил. А здесь Сашка и Чарлик тоже отдыхают вместе. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас вот читаю здесь на кирпиче этикетку. Кирпич Терекс, слоновая кость. Размер вот 250, 120 и 88 миллиметров ГОСТ. И вот он размер 252 на 122 на 88 миллиметров. Это отклонение в пределах ГОСТ. То есть где-то 2 миллиметра отклонения кирпича возможны. И сам производитель предупреждает нас об этом. То есть если там есть кирпичи прыгают, если по размерам, то претензий к производителю уже не предъявишь, так как в пределах ГОСТ у них такая разница. И вот здесь хожу, смотрю, и смотрите, что увидел. Вот она идет канализация, но здесь бетонная, все нормально. А вот здесь идет из покрышек. Покрышки вкопаны в землю. И прям такая глубина достаточно большая. Не знаю, для чего это. Может быть, там какая переливная яма. Вот такая тут идет смекалка. Выходным бригада радуется. С песнями с работы уходит, с пляской.